Всем привет! В этом видео я научу вас, как вязать вот такой очень красивый, но при этом легкий узор крючком. В этом узоре всего один ряд, который будет повторяться на протяжении вязания. Только задумайтесь, всего один ряд, и получится вот такая красота. Данный узор я советую для вязания летних изделий. Это могут быть открытые топы или кофточки с рукавом, ну а также пляжные туники. Вязание не стоит колом, а вот так легко струится. Данный узор прост, поэтому он не требует для себя какую-то определенную пряжу. Также вы можете связать таким узором и теплые вещи. А еще я советую взять тонкий мохер и сделать паутинку на зиму. Получится очень-очень красиво. Обязательно напишите, что же вы в итоге связали. Ну а сейчас поговорим о пряже. На лето я советую пряжу Пеликан. Из этой пряжи мы часто с вами вяжем. Это 100% хлопок двойной мерсеризации. Оттенок у меня молочный. Очень люблю данную пряжу именно в этом оттенке. Кстати, из нее мы с вами уже вязали салфетку. В 50 граммах 330 метров. Крючок нужен тонкий, от 1 до 1,5. У меня вот такой тоненький крючок. Возьмите тот, которым вам удобнее вязать. Итак, приготовили пряжу, взяли крючок и приступаем к вязанию. Нам пригодится схема. Данную схему я обязательно выложу во все социальные сети. Ссылочки на них вы найдете в описании к данному видео. Итак, вначале мы набираем цепочку из воздушных петель кратные 5. И затем добавляем еще 3 воздушные петельки. Вот одна кромочная и здесь 2 воздушные петли. Вяжем первый ряд. Делаем 5 воздушных петель подъема. И вот в эту петельку провязываем пышный столбик. Как вязать, я все покажу медленно. Затем 3 воздушные петли. И в 5-ю петлю будем вязать в каждую 5-ю петлю. 3 воздушные петли, в 5-ю петлю делаем столбик без накида. 3 воздушные петли. И тут же в эту же петельку провязываем пышный столбик. Далее в 5-ю петлю делаем 3 воздушные петли и столбик без накида, 3 воздушные петли, пышный столбик. 3 воздушные петли и так далее до конца ряда. Вот. Столбик без накида, 3 воздушные петли, пышный столбик, а в крайнюю петлю столбик с накидом. Второй ряд вяжем так же, как и первый, только будем вязать вершинки пышных столбиков. 5 воздушных петель в начале ряда и пышный столбик. Затем 3 воздушные петли. Вот, находим пышный столбик. Только в пышные столбики будем провязывать. Столбик без накида. 3 воздушные петли, пышный столбик. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, пышный столбик. И так вяжем до конца ряда. В конце провязали, находим, здесь у нас, видите, 5 воздушных петель. 1, 2. Во вторую петлю столбик с накидом. И вяжем новый ряд. В начале каждого ряда 5 воздушных петель. Тут провязываем, а в конце ряда 1, 2. Во вторую петлю провязываем столбик с накидом. Вот и все. Но в итоге получится такая красота. Давайте вместе все это свяжем. Готовы? Итак, вначале делаем первую рабочую петлю. Буду показывать медленно, не переживайте. Затягиваем узелок и набираем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5. Наша задача набрать цепочку из воздушных петель необходимой длины, но кратное 5. Поэтому вот так можно
считать по 5 петель и доводим цепочку до необходимой длины. Я сейчас вяжу образец, поэтому у меня цепочка будет не такая длинная. Вы тоже можете связать пока образец, чтобы рассчитать для дальнейшего вязания количество петель. Ну или как вариант, можно просто набрать цепочку из воздушных петель, пересчитать их и довести количество петель так, чтобы это число делилось на 5 без остатка. Вот я набрала свою цепочку. Теперь не забываем про 3 петли. 1, 2, 3. Они очень важны. И отмечаем вот эту самую крайнюю петлю. Можно просто пальцем, как я, фиксировать, можно взять булавку и отметить. Вяжем первый ряд 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Будем вязать в отмеченную петлю. Она, кстати, 6-я от крючка. Делаем накид, заводим крючок и провязываем пышный столбик. Заводим крючок, захватываем нить и провязываем только накид. На крючке 2 петли. Накид. Заводим крючок в эту же воздушную петлю, захватываем нить и провязываем накид. На крючке 3 петли, из них делаем одну. Вот он наш пышный столбик. Все. Далее делаем 3 воздушные петли и отсчитываем 5-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, заводим крючок в 5-ю петлю и провязываем столбик без накида. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же петлю нам нужно провязать пышный столбик. Накид, заводим крючок в эту же петлю, захватываем нить и провязываем накид. Накид, заводим крючок в петлю, провязываем накид, на крючке 3 петли, из них делаем одну. Вот он наш пышный столбик. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петлю я, кстати, когда завожу воздушную петлю, всегда захватываю 2 нити. В 5-ю петлю провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Опять делаем накид, заводим крючок в петлю и провязываем только накид. Накид, заводим крючок в петлю, провязываем накид. Из 3 петель делаем одну. 3 воздушные петли. Опять отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. За 2 нити заводим крючок и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли и приступаем к пышному столбику. Накид, заводим крючок, провязываем накид. Делаем еще раз накид, заводим крючок в эту же петлю, провязываем накид. Из 3 петель делаем одну. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петлю за обе нити заводим крючок, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Накид, заводим крючок, провязываем накид. Накид, заводим крючок, провязываем накид. Из 3 петель делаем одну. 3 воздушные петли. И вот так, не торопясь, провязываем весь ряд до конца. Первый ряд всегда не очень удобно вязать, но поверьте, следующие ряды будет вязать намного проще.
Там уже нам не нужно отсчитывать пятую петлю. Будем вязать вершинки пышных столбиков. Итак, провязываем пышный столбик. Из 3 петель делаем одну. 3 воздушные петли. Я с вами довяжу этот ряд до конца вместе. В 5-ю петлю заводим крючок, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Затем делаем пышный столбик. Накид, провязываем первый накид, провязываем второй накид, из 3 петель делаем одну. 3 воздушные петли. Опять отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петлю заводим крючок и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли и пышный столбик. В эту же петлю провязываем пышный столбик. Из 3 петель сделали одну и 3 воздушные петли. Вот я дошла до конца. Посмотрите. 5-ю петлю заводим крючок и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли и пышный столбик. В конце цепочки должно остаться всего 2 воздушные петли. Посмотрите. 1, 2. Вот. На это обязательно обратите внимание. Накид, заводим крючок во 2-ю крайнюю петлю и провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш готов. Вот какой первый ряд. Теперь я покажу, как вязать 2-й и все последующие ряды. Все ряды начинаем 5 воздушных петель. Вот они, в начале ряда 5 воздушных петель. И поворачиваем вязание. Будем вязать только вершинки пышных столбиков. Накид, находим вершинку пышного столбика, заводим в нее крючок за обе стенки, на это тоже обратите внимание. И провязываем первый накид, второй накид. И из 3 петель делаем одну. 3 воздушные петли. Находим вершинку следующего пышного столбика, за обе стенки заводим крючок, провязываем там столбик без накида. 3 воздушные петли, накид, тут же в эту же петлю провязываем пышный столбик. Первый накид, второй накид, из 3 петель делаем одну. 3 воздушные петли. Находим следующий пышный столбик, заводим крючок за обе стенки, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли и пышный столбик. Накид, первый накид провязали, второй накид провязали. Из 3 петель делаем одну. 3 воздушные петли. Вот он наш следующий пышный столбик. Обязательно за обе стенки заводим крючок, провязываем столбик без накида и 3 воздушные петли. Ну и снова вяжем пышный столбик. И вот так, не торопясь, провязываем весь ряд до конца. После пышного столбика 3 воздушные петли. Находим вершинку, заводим крючок и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Опять пышный столбик. Так, довязываем. 3 воздушные петли и столбик без накида. 3 воздушные петли, пышный столбик. Тут, я думаю, все понятно. Вы всегда можете нажать на паузу, перемотать видео назад
и со мной в медленном темпе продолжить вязание. Сейчас я покажу, как заканчивать ряд, этот ряд и все последующие ряды. Это очень важно. Чтобы у нас вязание было ровным, нужно правильно начинать ряд и его заканчивать. Вот мой ряд плавно подходит к концу. Сейчас провяжу пышный столбик, первый накид, второй, 3 воздушные петли. Посмотрите, все, я довязала, почти довязала ряд до конца. Находим крайний наш пышный столбик. В его вершинку вяжем. Также столбик без накида, 3 воздушные петли и пышный столбик. Первый накид, второй накид, из 3 петель делаем одну. Теперь делаем накид, отсчитываем 1, 2, вторую воздушную петлю, снизу отсчитываем вторую воздушную петлю и в нее провязываем столбик с накидом. Вот как нужно заканчивать этот ряд. Далее приступаем к новому ряду. 5 воздушных петель и пышный столбик. Каждый новый ряд начинается с 5 воздушных петель и пышного столбика. Вершинку пышного столбика провязываем первый накид, второй накид, из 3 петель делаем одну. Ну а далее вяжем как обычно. 3 воздушные петли, столбик без накида, вершинку пышного столбика. 3 воздушные петли и столбик, пышный столбик. Вот он. 3 воздушные петли, столбик без накида. Так. В общем, все ряды вяжутся одинаково. Начинаем из 5 воздушных петель и пышного столбика, затем вяжем узор, а заканчиваем каждый ряд пышным столбиком и столбиком с одним накидом. Тут, я думаю, все понятно, как вяжется. Давайте я покажу, как заканчивать вязание. Еще раз покажу, как заканчивать ряд. Вот, полюбуйтесь, уже такая волна получилась. Немножко видно, как проявляется наш узор. Здесь в конце нам нужно будет провязать во вторую воздушную петлю подъема. Я возьму другой образец, здесь я его довязала. Ряд у меня готов. Края ровные, вот за счет того, что правильно мы с вами вяжем. Давайте еще раз покажу, как заканчивать ряд. Вот у меня провязан столбик без накида. Делаем 3 воздушные петли и вершинку провязываем пышный столбик. Первый накид, второй накид, из 3 петель делаем одну. Накид, находим 1, 2, вторую воздушную петлю и в нее вяжем столбик с накидом. Все, ряд наш готов. Я надеюсь, что вам все понятно и у вас получится очень красивая туника. Кстати, для туники можете использовать вот эту схему. Тут показаны все размеры от 42 до 52. Можно взять ширину спинки полочки, длину рукавов, глубину проймы, все данные есть. По этой схеме я вязала много разных вещей, поэтому смело могу ее советовать. Но на этом все. Я надеюсь, что вам все понятно.
Если что, пишите свои вопросы в комментариях, я на них всегда отвечаю, а также буду ждать пожелания для новых мастер-классов. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!